Преодолев расстояние в общей сложности 870 километров от острова Крадан до Паттайи, причем передвигаться пришлось и на моторной лодке, и на самолете, и на такси, поздно вечером того же дня я оказалась в центре Паттайи в дизайнерском отеле Siam and Siam. Это 27-этажный небоскреб, расположенный в 200 метрах от пляжа. Панорамный вид, открывающийся из окон номера, расположенного на 19 этаже отеля, буквально поразил взгляд. Но поистине потрясающие виды открылись утром, когда я обнаружила, что прямо из окна, как на ладони, открывался весь Сиамский залив Паттайи с его пляжами и судами. Окна в номере располагались таким образом, что любоваться на залив можно было прямо лежа в ванне или на просторной кушетке. Но самые красивые виды с небоскреба ждали меня днем, когда я поднялась на 27 этаж, где расположены бассейн и бар.
На 24 этаже здания находится еще один бассейн, который также является прекрасным местом отдыха не только для проживающих в отеле, но и для его гостей, желающих искупаться, полежать с бокалом вина на лежаке и с небоскреба полюбоваться на залив, который на закате выглядит особенно потрясающим. В бассейне я познакомилась с замечательной девушкой. Она по счастливой случайности оказалась моей землячкой Катюшей, приехавшей из сибирского города Томска, которая и посоветовала мне побывать на интересной экскурсии. Утром несколько ярких желтых джипов с туристами выдвинулись в путь. Первым местом было посещение крокодильей фермы. Крокодил чувствует мясо, тут нету, видите, не обманешь его, и начинает за ним, значит, охотиться, съедать его. Кормим крокодила, незабываемые впечатления, контент в социальные сети и, конечно, на выходе чистая карма. Выйдите отсюда просто с нимбом, понимаете? Кормим животных в Таиланде. Давайте. Леха, тебе нельзя, у тебя два нимба будут. Давайте, крокодилы. Смотри, они сейчас друг на друга и сюда вылезут. Вы как будто... Вы все время как будто бы кормили крокодилов. Ой, фу, в глаз. И хочется, и колется, да? Щёрки-то какие, а? Я думаю, я, наверное, или мама. Шоу. Ваше мясо. Да, наше мясо. Забирайте. Ага, thank you. Че, откусили, да? Откусили. Ой. Угу. Так, ладно. Ну, что-то никому не перепал. Съела! Подпрыгнет. Да, они экономят энергию и... Ты посмотри-ка, чего. Забрал у него. Да. Отдай. Давай ты съешь этот кусок. Леха, мы на вечер его возьмем. Да шашлыки. Кусок, побывавший в пасти крокодила. Ты меня бесишь, дружок. Ничего. Здоровый, конечно. Ходить на рубаху. Здоровый, хитрый, конечно. Это очень Блин. Подсекай, подсекай. Подсекай, подсекай. Ничего себе, хлопок. Все, остальные... Отлично, спасибо, класс. застыли. Давайте еще. Давайте. Следующим местом нашей экскурсии стала слоновья деревня Кхао-Чичан. Нам предоставилась возможность покормить слонов и проехаться по джунглям верхом на слоне. Если кто-то крупный человек, катает тоже один его посадят. Да, ну таких сегодня Итак, здесь, друзья мои, на территории 514 тысяч квадратных километров.
проживает 70 миллионов человек населения. И только 2700 слонов. Какой подумал? Большая часть слонов живет в дикой природе, в джунглях. Своими слоновыми делами занимаются, слоновыми тропами ходят, слоновую жизнь ведут, соответственно. Часть слонов живет в таких деревнях. Здесь у нас около 40 животных, в основном это самки. Слон, который обитает здесь в Таиланде, называется индийский. Однако самые интересные ощущения я получила, когда огромный слон, обняв меня хоботом, поднял над землей. Это было впечатляюще. Приобщиться к святым местам нам предоставила возможность посещения храмов Паттайи. Первым из них был сверкающий своим великолепием один из древнейших буддийских храмов – Белый храм. В пруду рядом с храмом живут разноцветные карпы. Нам повезло, что храм был открыт для посетителей, и мы оказались внутри. Один из монахов любезно согласился провести обряд, прочитать мантру и повязать каждому посетителю храма ниточку-оберег, которая служит для защиты и сохранения здоровья и называется Сайсьен. Знаменитая гора Золотого Будды была следующим местом, которое мы посетили. Огромное изображение Будды, считающийся на сегодняшний день самым большим в мире, составляет 130 метров в высоту и 70 метров в ширину. На изображение, нанесенное на отшлифованную гору, пошло около 7 тонн сусального золота. Экскурсия продолжилась в самом крупном и известном храмовом комплексе Паттайи – Вихар-Нарсиен, который также является и музеем. Название храма Вихар-Нарсиен переводится как «обитель святых». Это трехэтажное здание в китайском архитектурном стиле построено более 30 лет назад в качестве подарка на 60-летие короля Таиланда Рамы IX от властей Китая. Внутри храма различные статуи богов. Ходить здесь можно несколько часов подряд, и каждый раз можно открывать для себя что-то новое. При входе обувь необходимо оставлять на специальных полках. Еду и напитки проносить с собой тоже нельзя. На первом этаже можно увидеть много исторических скульптур, в том числе миниатюрную копию одного из самых известных артефактов Китая – терракотовую армию. На втором этаже находятся бронзовые статуи буддистских и даосских святых, многочисленных богов. На улице под открытым небом расположены фигуры шаолиньских монахов, которые застыли в разных позах. Третий этаж китайского храма посвящен Будде. Среди экспонатов различные предметы искусства, вазы, посуда, картины, а также восхитительная экспозиция из тикового дерева. Великолепие здесь во всем. Повсюду царит тишина и спокойствие.
Но самым ярким и захватывающим во всей этой экскурсии была поездка на квадроцикле. Любопытство и желание испытать нечто необычное взяло вверх, и я решила впервые в жизни попробовать себя в качестве водителя этого транспортного средства. Учитывая, что часть поездки была под джунглям, где вместо дороги ямы, скользкие ухабы и огромные, буквально горячие лужи от дождя, поездка изрядно пощекотала нервы. А двигаясь по проселочной дороге, пришлось привыкать к левостороннему движению. Все время казалось, что еду по встречке. Грязная и мокрая, я все же была чрезвычайно довольна собой. Вечерняя прогулка по Паттайи наполнила день новыми впечатлениями. Конечно, море сильно отличается от того, что было на острове Крадан. Тишина и безмятежность Крадана сменились на волны и отдыхающих на берегу туристов, кучками сидящих прямо на песке и воркующих на разных языках. Время от времени я слышала и русскую речь.
Спокойствие и уют, комфортный климат и невысокие цены привлекают сюда пожилых людей из Европы и Америки. Многие из них десятилетиями подряд приезжают сюда, чтобы погреться на берегу Сиамского залива. Поездка была бы неполной, если бы я не посетила одну из самых знаменитых улиц мира – Уолкин-стрит. В переводе с английского это означает «пешеходная улица», хотя эпитетов ей придумано немало. Это и столица порока, и улица разврата и прочее. В дневное время Уолкин-стрит – совершенно обычная улица типичного курортного таиландского города. Все вполне пристойно. Многочисленные сувенирные магазинчики, массажные салоны, питейные заведения и рестораны. Но с наступлением темноты улица волшебным образом преображается. С 6 часов вечера вся улица полностью превращается в пешеходную. Сотни ярких огней и рекламных вывесок, громкая ритмичная музыка. Появляются артисты всех мастей, акробаты и фокусники, демонстрирующие свое мастерство. Ближе к 8 часам вечера на охоту за туристами выходят многочисленные зазывалы, предлагающие посетить различные секс-шоу. Но как только очередной зазывало в руках у туриста видит видео или фотокамеру, он тут же превращается в обычного зеваку, пряча свой рекламный прайс куда подальше.เรียนจบปริญญาได้เงินเดือนที่ 9,500 แล้วเมื่อไหร่จะได้มาซึ่งสิ่งของดังไม้เข้างานตั้งแต่ 8 โมงกว่าจะได้ออกก็หมดบ่ายแต่พอ 5 โมงเย็นทีไรเจ้านายก็เรียกไปใช้ฉันหลงรักน้องฝึกงานน้องคนงามกระชุ่มกระชวยแต่ได้แค่มองแอบเพราะแฟนเธอขับเคยเย็นแต่แล้วในคืนวันอังคารฉันรอเธออยู่ท่ามกลางเสียงเพลงเธอเต้นรำรื่นรมอาบแสงไฟส่องที่ดูแล้วคลื่นเครงแต่แม้จะเป็นเพียงพริบตาเดียวฉันอยากให้เธอพาฉันหมุนเคว้งฉ
ฉันอยากให้เธอมาเต้นกับฉันมายืนข้างกันเอากระดูกชนกันให้ผิวหนังมันรวมกันก่อนจะแตกสลาย У входа различных заведений выстраиваются шеренги предлагающих себя на выбор очаровательных то ли девочек, то ли мальчиков. Причем внешне это все выглядит вполне симпатично, красиво и даже весело. Ergonomic ความสุขของฉันมันไม่ได้เกิดขึ้นตอนทำงานแต่มันเกิดขึ้นในยามวิกาลที่คนอื่นเขานิทราแต่แล้วในคืนวันอังคารฉันรอเธออยู่ท่ามกลางเสียงเพลงเธอเต้นรำรื่นรมอาบแสงไฟส่องที่ดูแล้วคลื่นเครงแต่แม้จะเป็นเพียงพริบตาเดียวฉันอยากให้เธอЕще одну вечернюю прогулку по улицам Паттайи я решила совершить к самолету, стоящему на площади перед торговым центром Терминал 21. По дороге то и дело ездят тук-туки, этакие машины с открытым кузовом и крышей. Тайское транспортное средство вполне удобное для передвижения, особенно если устал и топать по дороге уже не хочется. Перед торговым центром расположен рынок со всякой специфической тайской едой, и я решила здесь впервые попробовать мясо крокодила. Оказалось, что оно вполне приличное и по вкусу действительно напоминает курицу. Посетители рынка здесь могут не только покупать, есть и пить различную пищу, но и слушать песни. Рядом находится оборудованная большая сцена, на которой тайская певица весь вечер пела песни. В ее репертуар входили как тайские, так и популярные песни разных лет на английском языке. Поскольку удержаться от движения, слыша ритмичную музыку, я не в силах, двигаясь в такт музыки, я танцевала сидя.
Потом решила танцевать и стоя. Where do we go whenever it's done? Anywhere sun the sun. Even in the rain we know we'll smile, yeah. Like any others do. We'll dance until the noon, until our roofs collapse, but I know we'll survive. Oh, I'll even love you when the flowers fall. Again, all spring will come. Enjoy, we'll sing our song alone. Even though the sun goes down, we will go and go. Oh, babe. Итак, 10 дней рая подошли к концу. Покидая Таиланд, загорелая, отдохнувшая, наполненная новыми впечатлениями, я с грустью и восторгом возвращалась в родную обитель. А Красноярск встретил меня крепким сибирским морозцем и белым снежком, чему я была несказанно рада.